Привет! В этом выпуске я расскажу про самодельные модули для автомобиля Cadillac Escalade. Они имеют три основные функции. Это дневные ходовые огни, динамические поворотники и режим притухания. Светятся модули хорошим ярким белым светом. На камеру этот цвет может немного отличаться. Корпуса я сначала начертил на миллиметровке. Просто приложил оригинал и обвел. Потом расставил точки и замерил координаты каждой из них. Точек тут, к слову, около 60, соответственно около 120 замеров на одну плоскость. Остальное было смоделировано произвольно, с соблюдением габаритных размеров. Корпус напечатан из АБС пластика. Это, конечно, хуже, чем оригинал, сделанный из полипропилена, температура плавления которого около 275 градусов, против 230 у АБС. Я проводил эксперимент на термостойкость. Грел камеру 3D принтера до максимальных 50 градусов, после чего ставил туда модули и оставлял работать в течение 10 часов. Эксперимент показал, что даже при температуре окружающей среды в 50 градусов пластик не деформируется, а также Arduino ленты и преобразователь работают стабильно. Думаю, это заслуга сразу двух факторов. Первый – это то, что две половинки пластика прикручены к алюминиевому профилю. Получается своего рода металлическая рама. Второй фактор – это наличие вентилятора турбинного типа, который продувает модули насквозь и просто не оставляет шансов на перегрев. Еще я проводил эксперимент на морозостойкость. Оставлял внутренности внутри морозильной камеры при температуре в минус 18 градусов на несколько часов, после чего они стабильно включались и работали. На видео точно такие же внутренности, как и у всех других поворотников, что я делаю. Я бы с удовольствием провел эксперимент и на более низкой температуре с помощью нескольких термоэлектрических модулей Peltier, которые преобразуют электричество в холод, но выделяют при этом очень много тепла. Для этого нужно штук 8 модулей, которые достаточно дорогие. Пока у меня нет возможности их купить. Внутри этого поворотника по-прежнему стоит Arduino Nano и DC-DC понижающий преобразователь, на котором с помощью крутилки выставлено 5 вольт с максимальным током в 5 китайских ампер. Также стоит панелька DIP выключателей. Они здесь, чтобы в одном модуле было зашито сразу несколько разных вариантов пробегания на выбор клиента. Ленты здесь стоят VS2813, это те, что на 5 вольт, с дополнительной линией данных. Сейчас я покупаю ленты VS2815, они на 12 вольт, а соответственно потребление тока с преобразователя в 2 раза ниже. Это позволяет использовать совсем маленькие преобразователи на 3 ампера. При напряжении в 12 вольт это получается около 30 ватт мощности. Я еще не проводил полноценные тесты этих мизерных преобразователей, поэтому не могу гарантировать, что они потянут 40 см ленты. Написано, что 3 ампера, но так ли это? Ленты подключены к 7 и 8 пину. Как правильно все это спаять, вы можете посмотреть, перейдя вот по этой ссылке. Использовать два куска ленты проще в плане написания скетча, который, кстати, вы найдете закрепленным в комментариях. Здесь произошли интересные изменения. Во-первых, я добавил директивы Define для удобной настройки скетча. Чтобы настроить цвет ДХО, достаточно изменить эти значения от 0 до 255. Эти значения соответствуют RGB цветам. Это красный, это зеленый, это синий. А при смешивании получается белый. Дальше таким же образом настраивается желтый цвет для поворотника. Яркость притухания. Скорость пробегания поворотника. По сути, это задержка переключения каждого следующего пикселя ленты в миллисекундах. Это задержка переключения на ДХО и притухание. После отключения поворотника пройдет 1 секунда и включится ДХО. Дальше этот блок кода заставляет бежать огонек желтого цвета в одну сторону. Вот здесь можно задать скорость именно для этого блока. Дальше тот же огонек, только в другую сторону. Потом также белый в одну сторону. И дальше уже включение белого, как у ДХО. Здесь
за лупом, эта часть кода заставляет бежать поворотник первым вариантом, когда на 4-м пине высокий сигнал, а на остальных низкий. Когда на пине становится низкий сигнал, поворотник выключается. Дальше задержка переключения на ДХО. Если на 4-м и 5-м низкий сигнал, это когда напряжение на пине ниже 2,5 вольт, включается ДХО. Задержка притухания, 5-й пин. А вот здесь начинается включение второго варианта пробегания. Если 4-й и 9-й имеют высокий сигнал, то выполняется пробегание. Как только на 4-м становится низкий сигнал, выключается. Дальше точно так же с 3-м и 4-м вариантом пробегания. А это схема, по которой собраны модули. Стекляшки изготовлены из прозрачной эпоксидки, устойчивой к ультрафиолетовым лучам. Я уже давно с ней работаю и знаю, что со временем она не желтеет. И нет, я не мог прикрутить их шурупами насквозь, так как это создало бы преломление света и выглядело бы как перегоревший пиксель на ленте. Вы могли обратить внимание, что здесь нет никаких креплений. Это потому, что они будут сделаны мастером во время установки в фару. Кусок алюминиевой полоски, согнутый под нужным углом и прикрученный в нужное место. Я делаю поворотники для одного постоянного заказчика, который работает в автосервисе. То есть я не занимаюсь установкой и подключением. Пока я не могу показать работу модулей на автомобиле, так как они до сих пор не установлены. То у клиента нет времени, то еще что-то. И это уже скорее мой заказчик хочет установить эти модули, а не клиент. Если вас заинтересовала коробка для тестов, напишите об этом в комментариях. Тогда в следующих видео я подробно расскажу о ней, и вы сможете протестировать поворотники, не выходя из дома. Вы смотрели «Поворот не туда». На этом у меня все. Пока.